Тайны затонувшего гиганта не перестают волновать умы исследователей и археологов по всему миру. Над морским дном Атлантического океана, в районе, где лег на дно знаменитый лайнер, скрывается множество неразгаданных загадок. Судно, которое считалось символом роскоши и современных технологий, разбилось, а айсберг в ночь на 15 апреля 1912 года унесло с собой более 1500 жизней и в то же время открыло новую главу в истории мореплавания. Когда в 1985 году было обнаружено место крушения, мир узнал не только о трагедии, но и о том, что затонувший «Титаник» стал настоящей археологической сокровищницей. На глубине около 12 500 футов, в условиях которые невозможно представить, и среди обломков, укрытых многолетним слоем ила, исследователи нашли массу артефактов, говорящих о жизни на борту. Каждая деталь, начиная от посуды и заканчивая личными вещами пассажиров, рассказывает свою историю. Первоначальные погружения к обломкам лайнера позволили получить редкие фотографии и видеозаписи. Исследователи использовали подводные аппараты, которые могли запечатлеть состояние судна и окружающей среды. Эти изображения показали, насколько сильно разрушено судно, но некоторые элементы сохранились в удивительной целостности. Это вызывает вопросы о технологии, используемой в проектировании корабля, и о том, как он смог выдержать множество условий под водой. Тем не менее, не все, что было найдено, легко объяснить. Существуют легенды о таинственных артефактах, которые могли бы раскрыть секреты, связанные с историей Титаника. Например, среди обломков были найдены предметы, которые не могут быть объяснены. Ложки с необычными символами, которые нигде больше не встречаются, и необычные украшения, происходящие из традиций, ранее неизвестных исследователям. Некоторые предполагают, что эти находки могли принадлежать не только пассажирам, но и членам экипажа, чьи истории остались незаслуженно забытыми. С каждым новым погружением, проведенным учеными и исследователями, тайны затонувшего гиганта становятся все более интригующими. Больше всего поражает то, как современные технологии помогают раскрывать секреты, которые были недоступны ранее. С помощью трехмерного сканирования обломков и анализа материалов исследователи находят ответы на вопросы, которые никто не мог бы задать. Например, некоторые из находок указывают на возможности использования новых материалов в судостроении, которые могли бы изменить представление о море и его опасностях. Каждая находка на дне океана добавляет новые слои в сложную картину событий той роковой ночи. Но что, если среди этих обломков скрываются не только предметы прошлого, но и нечто большее? Неопознанные звуки, возникшие из глубины, поднимают вопросы о том, что еще может быть скрыто в мрачных водах Атлантики. Эти загадочные звуки привлекли внимание исследователей, и их происхождение стало следующим шагом в изучении этого морского гиганта. Среди обломков «Титаника» исследователи наткнулись на множество необычных предметов, которые вызывают живейший интерес и порождают легенды. Некоторые из этих находок поражают не только своим внешним видом, но и таинственными символами, выгравированными на них. Например, ложки с загадочными глифами, ранее неизвестными в истории, вызывают вопросы о том, как они могли оказаться на борту этого гиганта. Исследователи предполагают, что эти артефакты могут быть связаны с культурными традициями, которые не были задокументированы, и тем самым открывают дополнительные грани жизни на Титанике. Одной из самых интригующих находок стали украшения, которые, как утверждают эксперты, могли принадлежать пассажирам, мечтавшим о роскоши, но также могут быть связаны с неким скрытым наследием. Эти предметы демонстрируют высокое качество исполнения и уникальные дизайнерские решения, что поднимает вопрос о том, были ли они созданы для определенных людей или же предназначались для других целей. Некоторые ученые предполагают, что эти артефакты могли принадлежать членам экипажа, чей вклад в историю судна не был должным образом оценен. В дополнение к этим загадочным находкам исследователи вскрыли и другие артефакты. Среди них были личные вещи пассажиров, такие как письма, фотографии и даже книги. Эти предметы переплетены с судьбами людей, которые когда-то жили на борту. Каждая находка стала ключом к пониманию не только жизни на корабле, но и трагедии, произошедшей в ту роковую ночь. По мере того, как исследователи продолжают свои погружения, они сталкиваются с новыми находками, которые открывают дополнительные загадки. Легенды о таинственных артефактах продолжают набирать популярность, и некоторые из них касаются загадочных предметов, которые, по словам очевидцев, были обнаружены вблизи обломков. Существуют слухи о древних амулетах и реликвиях, но подтвердить их существование пока не удалось. Лишь несколько исследователей утверждают, что они видели неопознанные предметы, которые не соответствуют стилю и эпохе Титаника. Эти слухи подогревают интерес к глубинам океана и побуждают ученых проводить дополнительные исследования. Не менее захватывающей стала история о том, как обломки Титаника стали местом не только научных исследований, но и центром мистических легенд. Рассказы о том, что некоторые артефакты обладают необычными свойствами, быстро распространяются среди охотников за сокровищами и любителей паранормального. Эти слухи приводят к тому, что исследователи, которые возвращаются к обломкам, становятся частью не только исторического, но и культурного явления.
Но даже если некоторых артефактов нет в официальных отчетах, их история живет в рамках народного фольклора. Подводя итоги, можно сказать, что каждое новое открытие погружает нас в мир загадок и легенд, которые окружают «Титаник». Эти артефакты становятся связующими звеньями между прошлым и настоящим, добавляя новые оттенки к сложной картине трагедии, произошедшей более 100 лет назад. И хотя на дне океана еще много неразгаданных тайн, исследования продолжаются, а каждое новое погружение может раскрыть не только артефакты, но и истории, скрывающиеся глубоко в обломках. Каждое новое погружение к обломкам Титаника приносит с собой захватывающие открытия, которые не перестают удивлять исследователей. Среди находок, извлеченных из глубин Атлантического океана, особое место занимают предметы, рассказывающие о жизни на борту этого знаменитого лайнера. Одним из первых значительных открытий стали личные вещи пассажиров, которые погрузились в темные воды вместе с судном. Эти артефакты, такие как часы, украшения и даже фрагменты одежды, стали осязаемыми свидетельствами трагедии, произошедшей ночью 15 апреля. Исследователи использовали подводные аппараты, чтобы получить доступ к этим предметам, находящимся на глубине около 12 500 футов. Эксперименты с трехмерным сканированием позволили создать детализированные модели обломков и извлеченных артефактов, открывая новые горизонты для изучения. Каждая находка, будь то потертая книга, заброшенная игрушка или фрагмент обивки кресла, оказалась не просто объектом. Эти артефакты несли в себе истории, которые исследователи стремились восстановить. Среди коллекции найденных предметов особую привлекательность представляли столовые приборы, которые сохранились в удивительной целостности. Ложки и вилки были изготовлены из высококачественного металла, но на некоторых из них обнаружили странные символы. Эти загадочные глифы стали предметом споров среди ученых и историков, которые пытались установить, как они оказались на борту судна. Некоторые исследователи выдвинули теории о том, что эти предметы могли принадлежать пассажирам с необычными культурными традициями, не задокументированными в истории. Но не только столовые приборы привлекли внимание. В числе находок оказались и драгоценности, такие как кольца и броши, которые когда-то принадлежали людям, мечтавшим о роскоши. Эти изделия отличались высоким качеством обработки и уникальным дизайном, что позволяло предположить, что они имели особое значение для своих владельцев. Археологи начали исследовать эти предметы, надеясь выяснить не только их происхождение, но и возможные связи с членами экипажа, чьи судьбы остались в тени. Погружения также принесли в мир археологии личные письма и фотографии. Эти письма, написанные от руки, были полны эмоций и надежд, и каждый найденный фрагмент вновь напоминал о людях, которые когда-то на борту лайнера мечтали о будущем. Эксперты были поражены тем, как хорошо сохранились эти документы, несмотря на суровые условия подводного мира. Они стали ценными источниками информации о жизни на «Титанике», его пассажирах и их повседневных заботах. По мере продолжения работ исследователи сталкивались с новыми находками, которые открывали дополнительные аспекты трагедии. Некоторые предметы, такие как остатки еды и напитков, позволили создать картину обеденного стола на борту лайнера, в то время как другие артефакты давали представление о развлекательно-культурной жизни пассажиров. Каждый новый предмет добавлял свои штрихи к общей картине, и каждое погружение приносило новые вопросы и загадки. Все эти находки стали не просто артефактами, а связующими звеньями между прошлым и настоящим. Они поднимали не только исторические, но и культурные вопросы, позволяя исследователям глубже понять жизнь на «Титанике». Неизвестные прежде истории и судьбы, скрытые под толщей океанической воды, продолжают вызывать интерес и воодушевление. Как только эти артефакты выносятся на поверхность, они становятся не только объектами изучения, но и неоценимыми свидетельствами о трагедии, которая потрясла мир более 100 лет назад. И хотя многие вопросы остаются без ответов, каждое новое открытие продолжает поднимать завесу тайны над тем, что произошло в тот роковой вечер на борту «Титаника». Каждое новое погружение к обломкам «Титаника» приносит захватывающее открытие, способное изменить наше представление о жизни на борту этого знаменитого лайнера. Среди находок, извлеченных из глубин Атлантического океана, множество необычных предметов, которые вызывают интерес не только своей формой, но и историей, стоящей за ними. Исследователи не перестают удивляться тому, какие артефакты удалось обнаружить в условиях, где время и давление действуют безжалостно. В числе первых находок были обнаружены личные вещи пассажиров. Часы, украшения и даже фрагменты одежды стали осязаемыми свидетельствами трагедии, которая произошла в ночь на 15 апреля. Например, золотые часы с тщательно проработанными деталями сохранили свое очарование, несмотря на годы, проведенные на дне океана. Эти артефакты, извлеченные из глубины около 12 500 футов, говорят о людях, которые когда-то мечтали о будущем и, возможно, уже чувствовали себя в безопасности на борту «Титаника». Среди коллекции найденных предметов особое внимание привлекли столовые приборы.
Ложки и вилки, изготовленные из высококачественного металла, сохранили свою форму и блеск. Но на некоторых из них исследователи обнаружили странные символы, которые никогда прежде не встречались в обычной практике сервировки столов. Эти загадочные глифы стали предметом споров в научных кругах, вызывая вопросы о культурной принадлежности их владельцев. Возможно, эти предметы принадлежали пассажирам с уникальными традициями, неизвестными на тот момент. Но не только столовые приборы стали сенсацией. Археологи также извлекли из вод Атлантики драгоценности, такие как кольца и броши, которые могли принадлежать людям с высокими амбициями и мечтами. Каждый предмет, найденный среди обломков, нес в себе свою историю, и исследователи стремятся узнать, как они могли оказаться на борту этого величественного судна. Параллельно с обнаружением личных вещей археологи нашли и письма, написанные от руки. Эти письма, наполненные надеждой и эмоциями, помогли создать более полное представление о людях, которые были на борту «Титаника». Они не просто документы. Они живые свидетельства человеческих судеб, которые были развеяны в тот роковой вечер. Эксперты были поражены тем, как хорошо сохранились эти письма, даже находясь под давлением множества воды и в условиях низкой температуры. Каждое новое открытие обогащает понимание культуры и социальной жизни пассажиров. Например, среди найденных артефактов оказались остатки пищи и напитков, которые позволили исследователям воссоздать атмосферу ужина на борту. Эти детали помогают создать полную картину жизни на «Титанике», включая то, как пассажиры проводили время и какие разговоры велись за столом. Но с каждым погружением появляются и новые загадки. Например, среди обломков находили удивительные предметы, о которых ни один из исследователей не мог подумать. Необычные артефакты, которые не соответствуют стилю и времени «Титаника», стали предметом обсуждений и слухов. Легенды о таинственных реликвиях и амулетах, которые могли бы обладать необычными свойствами, привлекают внимание не только ученых, но и любителей паранормального. Исследования также показывают, что каждая находка, будь то фрагмент обивки кресла или игрушка, оказывается связующим звеном между прошлым и настоящим. Эти артефакты не просто материальные объекты, они становятся частью огромной истории, которая продолжает развиваться по мере того, как исследователи продолжают свои погружения. Каждое новое открытие открывает новые горизонты для понимания жизни на «Титанике», а также тех трагических событий, которые произошли в ту роковую ночь. Таким образом, необычные находки на дне океана становятся не только предметами изучения, но и ключами к пониманию истории людей, которые однажды мечтали о новом начале. Каждый новый артефакт, извлеченный из глубин, добавляет свои штрихи к общей картине, открывая новые вопросы и загадки. И хотя многие из них могут оставаться без ответов, каждое новое погружение продолжает поднимать завесу тайны над тем, что произошло в тот роковой вечер. Чудеса инженерные мысли «Титаника» не перестают вызывать восхищение и интерес у исследователей и историков. Этот лайнер, который стал символом роскоши и передовых технологий начала 20 века, был спроектирован так, чтобы стать несокрушимым. Строительство «Титаника» началось в 1910 году на верфи Harland and Wolff в Белфасте, и к моменту его спуска на воду в 1912 году он уже обладал репутацией самого крупного и роскошного пассажирского судна своего времени. Все технические решения, использованные в его конструкции, были направлены на создание комфортного и безопасного пространства для более чем 2000 пассажиров и членов экипажа. Инженеры внедрили в него новейшие технологии, такие как электрическое освещение, лифты, а также более чем 12 тысяч квадратных футов палубного пространства. Система водонепроницаемых перегородок должна была предотвратить затопление судна в случае повреждения. Однако, несмотря на все продуманные решения, испытания показали, что «Титаник» не смог справиться с реальной угрозой – столкновением с айсбергом. На момент его затопления «Титаник» был настоящим шедевром инженерного искусства. Среди его особенностей находились и роскошные интерьеры, призванные подчеркнуть статус и богатство его пассажиров. Например, главный салон, оформленный в стиле Ренессанса, был украшен великолепными стеклянными люстрами и мраморными колоннами. Пассажиры первого класса могли наслаждаться не только комфортом, но и высококлассным обслуживанием. На борту находились рестораны с изысканной кухней, которые предлагали разнообразие блюд от устриц до стейков. Но шокирующая трагедия, произошедшая в 1912-ю, оставила глубокий след в истории. Спустя несколько десятилетий после крушения, когда «Титаник» был обнаружен в 1985 году, исследователи начали осваивать его обломки. Подводные аппараты, использующие высокие технологии, помогали им создавать трехмерные модели затонувшего лайнера и извлекать артефакты, которые стали настоящими свидетелями его былого величия. Необычные находки позволили оценить уровень инженерной мысли того времени. Например, системы отопления и вентиляции, которые были установлены на борту, выглядели впечатляюще, несмотря на годы, проведенные под водой. Это свидетельствует о том, что технические решения, принятые при проектировании, были не только современными, но и долговечными.
Долгое время обломки «Титаника» оставались скрытыми от глаз исследователей, и лишь с появлением новых технологий стало возможным изучить их в деталях. Исследования показали, что некоторые конструкции лайнера сохранились в удивительном состоянии. Например, калачевые балки, которые когда-то поддерживали корпус, продолжают стоять в своих местах, демонстрируя силу и прочность материалов, использованных при постройке. Такого рода находки подчеркивают, насколько продвинутыми были инженерные решения начала 20 века. Инженеры, работавшие над проектом, использовали не только передовые материалы, но и новейшие методы проектирования. В процессе работы над «Титаником» активно применялись расчеты, которые позволили создать сбалансированную конструкцию, способную выдерживать мощные морские волны. Эти достижения в области судостроения повлияли на дальнейшие разработки и стандарты для последующих лайнеров. Таким образом, «Титаник» стал не только символом трагедии, но и важной вехой в истории судостроения. Инженерные разработки, которые были реализованы на этом судне, продолжают удивлять исследователей даже спустя более 100 лет. Каждое новое погружение к обломкам «Титаника» открывает новые горизонты, демонстрируя, что среди этих обломков скрывается не только история катастрофы, но и свидетельство огромного прогресса в области инженерии. По мере продолжения исследований подводные аппараты фиксируют не только остатки конструкции, но и звуки, которые поднимают еще больше вопросов. Эти загадочные крики из глубины привлекают внимание исследователей, побуждая их искать ответы на то, что еще может быть скрыто в этом мрачном и загадочном месте. На дне Атлантического океана, среди обломков «Титаника», исследователи продолжают находить предметы, которые когда-то принадлежали пассажирам этого великолепного лайнера. Сами по себе эти артефакты не просто интересны, они становятся осязаемыми свидетелями роскошной жизни на борту, подчеркивающими контраст между богатством и трагедией. Мифы, окружавшие «Титаник», часто связаны с его великолепием, но реальность оказывается более сложной. На протяжении многих лет исследователи извлекали из глубин океана уникальные артефакты, которые не только иллюстрируют уровень роскоши, но и дают возможность заглянуть в повседневную жизнь пассажиров. Например, среди находок были найдены высококачественные столовые приборы, сделанные из благородных металлов. Эти ложки и вилки, некоторые из которых сохранились в идеальном состоянии, отличаются элегантным дизайном и утонченными деталями. Однако среди них есть и предметы с загадочными символами, которые ставят под сомнение их происхождение. Эти глифы не были зафиксированы в других культурах того времени, что вызывает массу вопросов о том, как они могли оказаться на борту. В дополнение к столовым приборам исследователи также обнаружили драгоценности, такие как кольца и броши, изготовленные из драгоценных металлов и камней. Эти изделия, явно предназначенные для людей с высоким статусом, открывают новую страницу в понимании социальных норм и стандартов того времени. Каждый найденный предмет становится не просто артефактом, но и частью сложной истории, которую необходимо разгадать. Кроме предметов роскоши, исследователи находят и личные вещи пассажиров. Письма, фотографии, книги и даже личные записки помогают изучить не только культуру и стиль жизни людей, но и их мечты и надежды. Эти артефакты, ставшие жертвами трагедии, переплетены с судьбами своих владельцев и открывают новые грани человеческой истории, запечатленные в мгновение перед катастрофой. Что касается роскошных интерьеров «Титаника», то они также привлекают внимание исследователей. Шикарные салоны, оформленные в стиле Ренессанса, с мраморными колоннами и стеклянными люстрами, олицетворяют уровень комфорта и эстетики, к которому стремились пассажиры первого класса. Однако, несмотря на всю эту роскошь, обломки лайнера демонстрируют, что даже самые изысканные конструкции могут быть разрушены в считанные секунды. Исследования продолжаются, и в ходе новых погружений обнаруживаются все более загадочные артефакты. Говорят, что среди обломков были найдены предметы, которые, по слухам, обладают мистическими свойствами. Некоторые исследователи утверждают, что сталкивались с необъяснимыми артефактами, которые не соответствуют стилю «Титаника». Эти слухи подогревают интерес к морским глубинам и заставляют ученых проводить дополнительные исследования в поисках ответов. Такой большой объем находок, сохранившихся в условиях, которые невозможно себе представить, подчеркивает, насколько много еще можно узнать о жизни на борту «Титаника». Каждая находка открывает новые горизонты и углубляет понимание тех трагических событий, которые произошли в ночь на 15 апреля. Несмотря на то, что часть истории «Титаника» остается скрытой, артефакты, найденные на дне океана, продолжают рассказывать свои истории, поднимая завесу тайны над тем, что происходило на этом величественном судне в последние моменты его жизни. И с каждым новым погружением исследователи приближаются к разгадке этих интригующих секретов, ожидающих своего часа в мрачных водах Атлантики. Загадочные звуки, поднявшиеся из глубин Атлантического океана, привлекли внимание не только исследователей, но и любителей мистики.
После обнаружения обломков Титаника в 1985 году среди извлеченных артефактов начали появляться упоминания о странных звуках, которые, казалось бы, исходили с самого дна. Были случаи, когда подводные аппараты фиксировали шумы, напоминающие крики или стоны, которые не поддавались логическому объяснению. Эти звуки становились все более загадочными с каждым новым погружением. Первые упоминания о необычных акустических явлениях начались вскоре после того, как исследовательские группы начали свои работы. Эти звуки фиксировались на оборудовании, предназначенном для получения видео и аудиозаписей. Некоторые ученые полагали, что шумы могут быть связаны с естественными подводными процессами, такими как движение воды или взаимодействие с морскими обитателями. Однако другие не соглашались с этой точкой зрения и предполагали, что звуки исходят непосредственно от затонувшего лайнера. С каждым новым погружением исследователи становились все более настойчивыми в желании выяснить истину. Подводные аппараты, которые использовались для изучения обломков, обладали современными сенсорами, способными улавливать даже самые незначительные колебания звука. Это дало возможность зафиксировать звуки, которые были невероятно четкими и отчетливыми. Исследователи записали множество криков и странных шумов, и их происхождение оставалось неясным. Некоторые из зафиксированных звуков напоминали металлические удары или глухие стуки, словно что-то или кто-то прорывался сквозь темные воды. Эти записи становились предметом обсуждения среди ученых, и каждая новая находка открывала новые возможности для различных теорий. Одни говорили о том, что это могли быть остатки механизмов, которые продолжают работать даже много лет спустя. Другие выдвигали предположения о призраках, оставшихся на дне океана, не давая покоя своим жизням. Но все эти теории оставались лишь гипотезами. Для исследователей эти звуки стали важной частью работы. При каждом новом погружении они искали не только артефакты, но и источники этих загадочных шумов. По мере того, как технологии развивались, появились новые методы их изучения. Специальные программы позволяли анализировать записи и выделять отдельные частоты, которые могли привести к разгадке. Однако все результаты были неопределенными, и исследователи продолжали сталкиваться с теми же вопросами. Среди возможных объяснений возникли идеи о том, что звуки могли быть результатом взаимодействия с морскими обитателями, которые обитают вблизи обломков. Разнообразие морской жизни в тех глубинах велико, и многие существа могут производить звуки, которые зафиксировал подводный аппарат. Тем не менее, ни одно из объяснений не могло полностью удовлетворить исследователей. В конечном итоге, несмотря на все усилия, звуки оставались таинственными. Каждое новое погружение к обломкам Титаника приносило новые записи, но разгадка этой тайны все равно оставалась вне досягаемости. Однажды японская исследовательская группа даже организовала экспедицию с целью найти источник этих шумов. Они использовали новое оборудование и привлекли специалистов по акустике. Результаты их исследования не принесли ясности, но лишь добавили новые уровни загадки. Эти загадочные звуки, собранные с глубины, стали не просто объектом анализа, но и символом того, что Титаник продолжает оставаться источником интриг и откровений даже спустя более 100 лет после своей трагической гибели. Исследователи продолжают возвращаться к его обломкам, надеясь разгадать не только тайны, но и услышать то, что продолжает говорить с нами из глубин океана. Каждое новое погружение представляет собой возможность не только для изучения, но и для поиска ответов на вопросы, которые могут оставаться без ответа на протяжении многих лет. В этом мрачном месте океана звуки становятся напоминанием о том, что истории не всегда заканчиваются, и некоторые из них продолжают жить, даже оставаясь на дне. Исследования обломков Титаника продолжают удивлять археологов и ученых, поднимая вопросы о том, какие тайные послания могут быть скрыты в этих затопленных остатках. На протяжении многих лет с момента обнаружения корабля в 1985 году исследователи находили не только артефакты, но и предметы, которые, возможно, несли в себе смысл, оставленный создателями или владельцами. Эти находки часто были окружены легендами и слухами, и каждый новый артефакт добавлял свои штрихи к захватывающей истории Титаника. Одной из самых интригующих находок стали ложки и вилки, на которых были выгравированы странные символы. Исследователи долго спорили о том, что эти знаки могут обозначать. Некоторые предполагали, что они могли принадлежать пассажирам с уникальными культурными традициями, не задокументированными в истории. Эти находки вызвали массу вопросов о связи между Титаником и другими культурами того времени. Исследователи изучали каждую деталь, пытаясь понять, как эти артефакты оказались на борту и какое значение они могли иметь для своих владельцев. Помимо столовых приборов, среди находок были и загадочные украшения. Эти драгоценности, такие как кольца и броши, обладали высокой степенью изысканности и могли принадлежать пассажирам, стремившимся продемонстрировать свое богатство. Эксперты заметили, что некоторые из этих изделий не соответствовали стилю и моде начала 20 века, что добавляло загадочности их происхождению. Каждое новое погружение приносило новые артефакты, которые ставили под сомнение привычные представления об истории. Но помимо материальных находок, исследования привели к обнаружению личных вещей пассажиров.
Письма, фотографии и даже книги, найденные на дне океана, стали важными источниками информации. Эти документы, написанные от руки, раскрывали не только повседневные заботы людей, но и их надежды и мечты. Сохранившиеся письма показывали, как пассажиры готовились к путешествию и какие чувства они испытывали на борту. Каждая находка становилась осязаемым свидетельством трагедии, произошедшей в ночь на 15 апреля. Среди исследовательских экспедиций возникли слухи о том, что некоторые из найденных предметов обладали необычными свойствами. Сообщения о древних реликвиях и таинственных артефактах, которые могли бы содержать послания из прошлого, привлекали внимание охотников за сокровищами и любителей паранормального. Хотя многие из этих историй остаются на уровне слухов, они подогревают интерес к дальнейшим исследованиям. Исследователи также начали обращать внимание на то, как артефакты могут быть связаны друг с другом. В некоторых случаях находили предметы, которые, казалось, образовывали целый набор. Например, вместе с личными вещами пассажиров находили и их столовые приборы, что подчеркивало связь между людьми и их повседневной жизнью. Эти находки стали ключом к пониманию не только жизни на борту, но и тех трагических событий, которые произошли во время крушения. Тайные послания, скрытые в обломках, продолжают вызывать интерес у исследователей, которые возвращаются к «Титанику» в поисках новых ответов. Каждое новое погружение открывает горизонты для понимания не только истории самого корабля, но и человеческих судеб, связанных с ним. Эта постоянная работа по изучению обломков позволяет постепенно раскрывать тайны, оставшиеся на дне океана, и каждое новое открытие приносит надежду на то, что вскоре удастся разгадать хотя бы часть загадки, окружавшей «Титаник». Необъяснимые находки на дне Атлантического океана продолжают удивлять исследователей и историков, раскрывая тайны затонувшего «Титаника». Каждое новое погружение приносит неожиданные открытия, которые бросают вызов привычным представлениям о времени и культуре, в которой жил этот величественный лайнер. С момента его обнаружения в 1985 году обломки «Титаника» стали настоящим кладезем информации, где каждое найденное изделие является осязаемым свидетельством трагедии и жизни людей, которые когда-то находились на борту. Среди многочисленных артефактов, извлеченных из морских глубин, особую ценность представляют личные вещи пассажиров. Часы, украшения, письма и даже фрагменты одежды стали частью неразрывной связи между прошедшими событиями и современностью. Например, среди находок были золотые часы с тщательно проработанными деталями, которые сохранили свое очарование даже после долгих лет на дне океана. Эти предметы позволяют исследователям восстановить образы людей, которые мечтали о будущем, но трагедия разрушила их надежды. Не менее интригующими стали находки столовых приборов, таких как ложки и вилки, изготовленные из высококачественного металла. Но на некоторых из них были обнаружены странные символы, которые до сих пор остаются загадкой. Эти глифы вызывали множество вопросов у ученых. Некоторые предполагали, что эти предметы могли принадлежать пассажирам с уникальными культурными традициями, которые не были задокументированы в истории. Исследователи активно изучают каждую деталь, hoping to understand the connection between these artifacts and the passengers who use them. Кроме этого, среди найденных артефактов оказались драгоценности, такие как кольца и броши, которые могли принадлежать людям с высокими амбициями и мечтами. Эти изделия отражают уровень роскоши, который стремились продемонстрировать их владельцы, и становятся еще одной загадкой в истории «Титаника». Также исследователи обнаружили личные письма, написанные от руки, полные эмоций. Эти письма, которые удалось сохранить несмотря на суровые условия, помогают создать более полное представление о том, как жили люди на борту и о чем они мечтали. Каждое новое открытие обогащает понимание культуры и социальной жизни пассажиров. Например, среди найденных артефактов были остатки пищи и напитков, которые позволили исследователям воссоздать атмосферу ужина на борту. Эти детали помогают создать полное представление о жизни на «Титанике», включая то, как пассажиры проводили время и какие разговоры велись за столом. Каждая находка становится не просто объектом, а ключом к пониманию трагедии, произошедшей в ночь на 15 апреля. Среди множества находок исследователи также сталкиваются с загадочными артефактами, которые не вписываются в привычный стиль и эпоху «Титаника». Слухи о древних реликвиях и амулетах, которые могли бы обладать необычными свойствами, привлекают внимание любителей паранормального. Некоторые исследователи утверждают, что видели неопознанные предметы, которые не соответствуют стилю и времени «Титаника». Эти слухи подогревают интерес к глубинам океана и побуждают ученых проводить дополнительные исследования. Каждое новое погружение к обломкам «Титаника» открывает не только артефакты, но и новые аспекты tragical history. Артефакты становятся связующими звеньями между прошлым и настоящим, добавляя новые оттенки к сложной картине трагедии, произошедшей более 100 лет назад. Исследования продолжаются, и каждый новый предмет, найденный на дне океана, открывает двери к пониманию того, что произошло в ту роковую ночь. Тайные послания, которые могут быть скрыты в этих затопленных остатках, ждут своего часа, когда исследователи смогут разгадать их загадки и восстановить истории, которые они хранят.